Если вы думаете, что обычный бисквит уже ничем не удивит, попробуйте этот пирог на горячем молоке. Он получается настолько нежным и воздушным, что буквально тает во рту. А главный секрет – всего один горячий ингредиент. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Давайте начнем. Описание и количество ингредиентов я оставлю под видео. Для начала в миску разбиваю 4 яйца. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Всыпаю 200 граммов сахара. Пирог получится в меру сладким. 1/3 чайной ложки соли для баланса вкуса. Взбиваю все до светлой пышной массы. Чем лучше взбитые яйца, тем более воздушным получится готовый пирог. Пока убираю в сторону, теперь подготовлю сухие ингредиенты. В отдельную миску насыпаю 350 граммов муки. Добавляю разрыхлитель и хорошо перемешиваю ложкой, чтобы он равномерно распределился. Пока убираю в сторону, а сейчас важный момент. В чашку наливаю 250 миллилитров молока, добавляю 70 граммов масла и ванилин. Эту смесь нужно хорошо нагреть, но не кипятить. Именно горячее молоко делает мякиш пирога особенно нежным и мягким. Возвращаюсь к яичной массе, просеиваю половину муки и аккуратно перемешиваю. Затем вливаю половину горячей молочной смеси. Перемешивать можно венчиком или миксером на самых низких оборотах. Теперь добавляю оставшуюся муку и снова перемешиваю до однородности. После этого выливаю остаток горячего молока с маслом. Кстати, у меня здесь растительное масло, но вы можете использовать и сливочное. С ним вкус получится еще более сливочным. Тесто готово. Оно получается достаточно жидким, так и должно быть. Убираем в сторону, подготовим форму. Размер моей формы 20 на 34 сантиметров. Форму смазываю маслом, при желании можно застелить ее пергаментом. Выливаю тесто и отправляю заранее разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 30 или 35 минут. Прежде всего ориентируйтесь по своей духовке. Небольшой совет – первые 25 минут духовку лучше не открывать, чтобы бисквит не осел. Готовность проверяю деревянной шпажкой или палочкой. Если она выходит сухой, пирог готов. Вот только посмотрите, какой красавец получился. Высокий, румяный и очень пышный. По желанию сверху можно посыпать сахарной пудрой, хотя и без нее пирог получается очень вкусным. По рецепту нужно было 300 граммов сахара, но я добавила всего 200. Для нашей семьи такой сладости вполне достаточно. А теперь давайте посмотрим на разрез. Только посмотрите на этот мякиш. Нежный, воздушный и слегка влажный. Такой пирог идеально подходит к чаю, кофе или стакану молока. Это очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. А впереди еще один очень простой и вкусный пирог на соке. Покажу рецепт прямо сейчас. Многие даже не догадываются, что из обычного пакетированного сока получается такой нежный, ароматный и воздушный пирог. Минимум продуктов, никаких сложностей, а результат приятно удивляет. Если у вас есть стакан сока и немного муки, обязательно попробуйте этот рецепт. Для начала в миску разбиваем 2 яйца. Добавляем щепотку соли для баланса вкуса. Далее 80 граммов сахара. Количество сахара можете регулировать по своему вкусу. Забыла сказать, что описание всех ингредиентов оставлю под видео. Все хорошо перемешиваем до растворения сахара. Я перемешиваю венчиком, вы можете использовать миксер. Вливаем 100 граммов растопленного сливочного масла.
Далее вливаем 250 мл апельсинового сока. Я использую обычный магазинный сок, но вы можете взять любой сок по своему вкусу. Каждый раз вкус пирога будет немного отличаться. Снова все хорошо перемешиваем. Далее беру 200 граммов муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Все просеиваем через сито. Благодаря просеиванию пирог получается более воздушным и нежным. Можно немного перемешать лопаточкой. Перемешиваем тесто венчиком до однородности. Мне показалось, что тесто получилось слишком жидким, поэтому я добавила еще 45 граммов муки. Ориентируйтесь на консистенцию своего теста, ведь разные виды муки могут впитывать жидкость по-разному. Теперь перемешиваем до получения гладкого теста без комочков. Вот такое тесто у вас должно получиться, густая, как сметана. Пока отложим в сторону, подготовим форму для выпечки. Форма у меня прямоугольная, размер 17 на 29,5 сантиметров, объемом 1,6 литров. Переливаем тесто в форму. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 30 или 35 минут. Точное время зависит от особенностей вашей духовки, поэтому обязательно проверяйте готовность деревянной шпажкой. Вот такой красивый, румяный и ароматный пирог у нас получился. Перед подачей можно посыпать пирог сахарной пудрой. Такой пирог отлично подходит к чаю, кофе или просто как домашнее лакомство для всей семьи. Давайте разрежем и посмотрим, какой он внутри получился. Небольшой совет: для более яркого вкуса можно добавить немного апельсиновой цедры. Вы просто посмотрите, какой он в разрезе. Пирог получается влажным, ароматным и очень вкусным. Спасибо, что готовили вместе со мной. Пусть в вашем доме всегда будет уют, тепло и аромат свежей выпечки. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, благополучия и всего самого доброго. До новых вкусных рецептов. Ассаляму алейкум.